Приветствую всех, дорогие друзья! На связи, как всегда, Недомайнер и моя скромная таверна. Сегодня в игровом выпуске новостей предлагаю вам посмотреть на внутренности PS5, которую публично раздела сама Sony, взглянуть на новенький ремастер Need for Speed и на карту Night City из той самой игры с Киану Ривзом. Обо всех актуальных игровых новостях я расскажу вам прямо сейчас. Ну а перед этим не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем с серии Need for Speed, в которой после множества спорных частей все-таки решили сделать ремастер. На днях EA анонсировала Need for Speed Hot Pursuit Remastered для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Как и ожидалось, премьера состоится уже 6 ноября, но владельцам Switch придется подождать до 13 числа. В обновленной версии улучшат графику, добавят все выпущенные дополнения и реализуют кроссплей. Нам обещают производительность 30 кадров 1080p на PS4 и Xbox One и 60 кадров 1080 или 4К 30 кадров на One X и PS4 Pro. Разработчики обещают обновленный интерфейс, повышенную дальность прорисовки объектов, улучшенную систему частиц и теней, текстуры высокого разрешения, больше преград и более качественное сглаживание. Сами же предзаказы уже стартовали, и самая дешевая версия оказалась у ПК. В Steam ее можно приобрести всего за 2000 рублей. Плюс ко всему стали известны системные требования, которые весьма простые и явно позволят поиграть всем желающим. Однако игре в любом раскладе понадобится Windows 10. Но ждать новинку остается уже всего месяц. А вот с лагеря CD Projekt Red прилетела карта города Night City из предстоящей игры Cyberpunk 2077. Кто именно выложил это изображение, неизвестно, но оно явно подлинное, так как можно увидеть, что карта материальная. А подобная карта будет включена в издание игры на физических носителях. Cyberpunk 2077 выйдет уже 19 ноября на PS4, Xbox One и PC. А со дня релиза владельцы PS5 и Xbox Series смогут запускать Cyberpunk в режиме обратной совместимости, но полноценные Next-Gen версии новинки появятся лишь в течение 2021 года. Тем временем компания Sony наконец-то показала видео с разборкой своей игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Видео позволяет впервые взглянуть на то, как выглядят компоненты приставки. Разборка приставки проводилась самим техническим директором Sony Interactive Entertainment. Сама разборка консоли начинается с демонтажа подставки, которая идет в комплекте вместе с приставкой. Она монтируется на консоль с помощью одного болта. Его можно спрятать в специальную полость внутри подставки, где также хранится заглушка для болтового отверстия в самой приставке. Это позволит не потерять крепеж при использовании консоли без подставки или установке ее горизонтально. Боковые панели, использующиеся в PlayStation 5, действительно съемные. При этом их демонтаж не требует использования инструментов, а нужно просто сдвинуть панель в сторону. Такая конфигурация открывает возможность для кастомизации приставки. После демонтажа панели нас встречает большой 120 мм вентилятор, который будет засасывать воздух внутри консоли. На корпусе PlayStation 5 также имеется отверстие для чистки приставки от пыли с помощью пылесоса. На одной из боковых сторон консоли находится место для установки дополнительного NVMe накопителя. После демонтажа защитного кожуха, а также пластиковых радиаторных решеток и блока с дисководом Blu-ray нас ожидает большая зеленая материнская плата PlayStation 5. В ее центре расположен изготовленный по заказу компании AMD гибридный 8-ядерный и 16-поточный процессор Ryzen. С обратной стороны платы установлено 8 чипов памяти GDDR6 общим объемом 16 ГБ, обладающих пропускной способностью 448 ГБ в секунду. Также на той стороне платы, где расположен процессор, находится 3 чипа флеш-памяти с суммарным объемом 825 ГБ и контроллер SSD. В видео указывается, что в основе приставки используется достаточно компактный процессор. Таким образом, тепловая плотность кристалла значительно увеличилась и потребовала использования очень эффективного материала для теплообмена между процессором и системой охлаждения. В роли теплопроводящего интерфейса выступает так называемый жидкий металл, слухи о котором ходили долгое время. По словам представителя Sony, данный термоинтерфейс обеспечит эффективность охлаждения в долгосрочной перспективе. То есть он не будет сохнуть и его свойства не ухудшатся со временем. Адаптация этой технологии заняла у компании 2 года, в течение которых она проводила множество тестов и доработок. Выделяемое процессором приставки тепло рассеивается с помощью огромного блочного алюминиевого радиатора с медным основанием и 4 теплопроводящими трубками. Приставка также оснащена встроенным блоком питания мощностью 350 Вт. Сама же PS5 поступит в продажу уже 19 ноября. Ну а разработчики Borderlands 3 в разговоре с журналистами объявили, что до конца октября представят новый самостоятельный режим для Borderlands 3 под названием «Гонка вооружений». По словам разработчиков, это будет не полноценная королевская битва, но она во многом создается под вдохновением от все еще популярного жанра. Глава Gearbox даже подчеркивает, что гонка вооружений должна особенно понравиться любителям Call of Duty.
Судя по немногочисленным деталям, в гонке вооружений игроки оказываются на изолированной локации с разбросанными пушками. Похоже, нас ждет необычный гибрид гангейма и батл рояла. В целом развитие Borderlands 3 продолжится. Аудитория проекта все еще активно играет в шутер, а в следующем году разработчики наконец-то представят кроссплей. Вдобавок, владельцы игры на PS4 и Xbox One получат бесплатные апгрейды для PS5 и Xbox Series. А глава Gearbox в интервью GameSpot заявил, что переход на PlayStation 5 и Xbox Series X окажется рекордным. Скачок будет настолько большим, что окажется масштабнее, чем переход с 2D на 3D. Однако потребителям предстоит немного подождать, чтобы увидеть настоящий Next Gen. Игры на старте обеих консолей не смогут похвастаться реализацией множества особенностей новинок. Сам же глава утверждает, что PlayStation 5 и Xbox Series X изменят впечатление от всех аспектов видеоигр. Разработчик пока не спешит вдаваться в подробности, но он высоко ценит возможности обеих консолей, называя их настоящим безумием. Поэтому нам остается надеяться, что со временем новые консоли действительно нас удивят. А тем временем Activision представила системные требования к бета-тесту Call of Duty Black Ops Cold War. На удивление, системные требования оказались очень даже лояльны к железу. Минимальным уровнем для запуска игры стал Core i5-2500K или его эквивалент в лице AMD FX, а видеокарта потребуется уровня GTX 1650. Примечательно, что игре потребуется всего 8 ГБ АЗУ на минимальных настройках, а сама бета-версия игры будет занимать всего 45 ГБ на диске. Рекомендуемые же требования советуют играть на GTX 1660 Super и иметь в наличии 16 ГБ оперативной памяти. Сам же список карт беты не раскрывают, но в свежем ролике нам показали Москву, Майами, Армаду, Спутник и Перекресток. В общем, все 5 локаций сентябрьской альфы. В рамках тестирования игрокам также дадут попробовать новую систему создания класса и настройку оружия, а также систему наград за эффективность, которые теперь выдают постепенно, а сильные игроки не смогут спамить всевозможными вертолетами и авиаударами. Сама же бета будет проходить постепенно на разных платформах, а с 17 до 19 октября доступ получат все желающие. А вот разработчики Valorant продолжают готовить игроков к старту третьего акта первого эпизода шутера. Недавно они рассказали об изменениях соревновательной игры, а теперь показали и новую пятую карту. Icebox представляет собой современный порт, полный грузовых контейнеров и специальных помещений в зимних условиях. А в самом ролике игроков призывают бросить вызов суровой тундре. Попробовать закопать своих врагов в снегу можно будет уже в третьем акте на следующей неделе. А уже через неделю, 14 октября, мир World of Warcraft изменится полностью, когда Blizzard установит предварительный патч грядущего крупного обновления Shadowlands. И главной его чертой будет глобальное сплющивание уровней героев и экипировки. Радикальному пересмотру подверглась система прокачки, она стала более короткой и насыщенной открытиями. Для новых персонажей приготовили новую стартовую локацию, а продолжить свой путь теперь можно в любом дополнении на выбор. Вдобавок теперь можно легко и бесплатно сменить пол героя и дать ему новую внешность. В игре также стартует особое уникальное событие. В Ледяной Короне участились случаи нападения нежити и активизировалась плеть. Те, кто знаком с историей, понимают, что послужило тому причиной. А завершаться вторжение с выходом дополнения Shadowlands. Оно должно появиться в конце этого года. И на этой прекрасной ноте игровые новости подходят к концу. Если вам понравился выпуск, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч, друзья!